В любом языке мира есть слова, которые невозможно перевести. Конечно, можно попытаться найти похожие слова, но суть и смысл полностью они никогда не передадут. И русский язык в этом плане не исключение. В нем тоже есть много слов, которые трудно перевести на другие языки. Но, пожалуй, самым непереводимым словом можно назвать слово «авось». Что оно означает? Что в нем такого, что его нельзя перевести на другие языки мира? И как это маленькое слово из 5 букв смогло стать целой национальной чертой? Вы слушаете Russian Flow. Подкаст для тех, кто учит русский язык. Друзья, всем привет! У микрофона, как обычно, Лёша, и сегодня у нас на повестке дня необычная тема. Сегодня мы будем говорить немного обо всем, но чуть больше о фатализме и оптимизме. И если слово «оптимизм» вы наверняка уже слышали, то слово «фатализм» мне нужно немного пояснить. Фатализм означает веру в судьбу. Это такое убеждение, что мы ничего не можем изменить и что вся наша жизнь уже кем-то написана, кем-то спланирована заранее. Ладно, давайте пока не будем спешить, дальше в выпуске я все объясню и расскажу более детально, более подробно. А пока не забудьте подписаться на подкаст, если слушаете меня впервые. Ну, хорошо, мне уже не терпится начать, поэтому переходим к нашему эпизоду. И для начала я предлагаю разобраться, что такое авось. Смотрите, у каждого из нас есть родственники, есть семья. И все мы от кого-то произошли, от кого-то появились на свет. Ну, а конкретнее от нашей мамы и нашего папы. А мамы и папы появились от дедушек и бабушек и так далее, по ступеньке. И тех, от кого мы появились, мы в русском языке называем предками. Почему я об этом вообще рассказываю? Потому что так же, как и у людей, у языков тоже есть свои предки, более старые языки, благодаря которым они появились. У русского языка тоже есть такой предок, и этот язык назывался древнерусским. И в этом языке слово «авось» не существовало. Оно появилось уже позже в современном русском языке. Зато в древнерусском языке были другие слова, из которых позднее и появилось слово «авось». Изначально это было два слова «а» и «восе». И позднее эти два слова объединились и превратились в одно слово. Этим словом стало слово «авось». Я надеюсь, что вы еще здесь, потому что дальше будет проще и понятнее. Теперь давайте выясним, что слово «авось» означает в современном русском языке. Как мы используем его сегодня? Авось – это вера. Авось – это надежда на то, что тебе повезет, и все сложится так, как ты хочешь. Когда мы делаем что-то на авось, то мы это делаем без плана. Мы это делаем без подготовки и просто верим в удачу. Верим, что все будет хорошо. Представьте, что вы студент, который готовится к экзаменам. И на подготовку к этим экзаменам у вас есть, скажем, 3 дня. И в первый день вы отдыхаете, на второй день идете гулять с друзьями в парк, ну а на третий день у вас под вечер разболелась голова. И времени на то, чтобы хорошо подготовиться, у вас не осталось. Ну что поделать? Надо хоть что-то почитать, надо хоть что-то выучить. Вы открываете книгу или конспект, но у вас хватает сил только на 5 страниц. Завтра экзамен, но вы подготовились только по нескольким темам. И в такой ситуации, если вы думаете, что вам повезет и что вам попадется именно та тема, именно тот вопрос, который вы прочитали, то вы надеетесь на авось. Ай,
авось повезет, и я сдам этот экзамен. Другая ситуация. Вы хотите пойти на свидание с человеком, который вам нравится. На улице светит солнце, тепло, погода замечательная. Вы принимаете душ, укладываете волосы, одеваетесь и уже почти готовы. И вот перед самым выходом вы видите, что солнца уже нет и кажется, что скоро пойдет дождь. И вы стоите и думаете, брать зонт от дождя или не брать. В такой ситуации тоже можно сказать: ай, не буду брать зонт, авось дождь не пойдет, пойду я без зонтика. Ну и как обычно происходит, дождь, конечно же, пойдет. Сейчас, я надеюсь, вы уловили суть и поняли, что значит слово «авось», и даже сами сможете составить предложение с этим словом. Но почему именно в русской культуре вера в авось так сильна? Почему это маленькое слово стало настоящим культурным кодом? И начнем мы, пожалуй, с климата. Забавно, что почти в каждом выпуске именно климат играет важную роль в появлении того или иного феномена. Но что поделать, как есть, так есть. Итак, в далеком прошлом основным занятием наших прабабушек и прадедушек было земледелие. Простыми словами, они выращивали фрукты, овощи, пшеницу, чтобы прокормить себя и свою семью. И вот представьте ситуацию. Ты целый день работаешь в поле, трудишься, тратишь свое здоровье, но наступает лето и случается засуха. Засуха – это когда очень сухо и когда нет дождя. И все, над чем ты трудился столько времени, теряет смысл, потому что, погоду не изменишь. И люди поняли, ты можешь много работать, но результат не всегда будет такой, как ты хочешь. И так и закрепилась привычка. Я сделаю, что могу, а дальше авось повезет, и все будет хорошо. Я думаю, что такая вера в авось сложилась еще и потому, что в прошлом жизнь человека сильно зависела от событий, на которые он не мог повлиять. Вот представьте, вы копите деньги на новую квартиру. Вы 10 лет собирали деньги, чтобы переехать от родителей и жить отдельно. Но вдруг происходит кризис, и все ваши деньги пропадают. Они становятся просто бумажками, за них ничего нельзя купить. И все ваши планы разрушены, вы ничего не можете с этим сделать. И когда в жизни происходят события, которые полностью ее меняют, авось становится, таким способом адаптации. Он помогает людям лучше справляться со стрессом и меньше нервничать. Мол, зачем мне бояться, если от меня все равно ничего не зависит, будет что будет, авось пронесет. И вот отсюда и рождается вера в фатализм. К тому же авось очень хорошо сочетается с нашим отношением к работе. Что я имею в виду? Поправьте меня, если этот стереотип неверный, может быть уже устаревший, но как вижу это я. В Германии, или давайте скажем, в Японии люди работают по графику. Если нужно выполнить какую-то задачу какому-то сроку, какому-то времени, то человек будет трудиться каждый день. Во-первых, чтобы не сильно уставать, и во-вторых, чтобы просто успеть к сроку, к дедлайну. Как же к этой задаче подойдем мы? Первые несколько дней вряд ли кто-то вообще подумает об этой задаче. Следующие 2-3 дня будут потрачены на раздумья, как эту задачу решить. Затем опять отдых. Все-таки думать, тоже непростая задача. И только когда будет оставаться совсем немного времени, вот тогда да, самое время начать. И авось идеально подходит такому отношению к работе. Авось успею, авось получится, авось все сделаю как надо. Авось, авось, авось.
Но все-таки авось не просто так имеет место в нашей жизни. Потому что, по сути, что такое авось? Авось — это такой защитный механизм, который помогает тебе расслабиться, помогает не думать о плохом. Ведь, согласитесь, любому человеку тяжело жить в состоянии тревоги. Жить и бояться, что что-то плохое может произойти. Потому что держать все под контролем просто невозможно. Даже если ты думаешь, что все просчитал, все спланировал, и никакая беда тебе не страшна, то рано или поздно она все равно случится. Все равно эта беда придет. Это жизнь, и в ней не может быть всегда хорошо. Плохое тоже часть нашей жизни. Но знаете, в чем реальная опасность авось? Проблема в том, что когда он работает, мы запоминаем эти ситуации и в следующий раз поступаем так же. То есть снова полагаемся на авось. Мы тут же забываем о тех случаях, когда авось не помогал, но при этом помним те редкие моменты, когда авось помогал. Скажем, у вас важная встреча с бизнес-партнерами по работе. И вы, чтобы чутка расслабиться, чтобы снять напряжение, включаете PlayStation. Запускаете свою любимую игру и отвлекаетесь от плохих мыслей. Проходит 10 минут, полчаса, час. Вы смотрите на часы и понимаете, что уже пора выходить. Но в голове мысль: поиграю еще немного, авось успею. И проходит еще полчаса. Вы в спешке хватаете документы и бежите к машине. Вы приезжаете на работу, вытираете со лба пот, входите с виноватым лицом в кабинет, и тут вам говорят, что партнеры задерживаются и еще не приехали. Вы улыбаетесь, идете кофе в машине и напеваете под нос любимую песню. Сегодня вам повезло. Авось сработал. И вот здесь, в этом счастливом финале, находится опасность. Дело в том, что наш мозг устроен так, что мы хорошо запоминаем удачи, но быстро забываем провалы. Именно поэтому мы так уверены, что авось часто работает. Мы уверены, что так было всегда и что надеяться на авось не такая уж и плохая идея. Но если отключить эмоции и посмотреть на статистику, то чаще всего авось не работает. Грубо говоря, он работает 1 раз из 10, но мы запоминаем именно тот случай, когда он сработал, когда он помог. А остальные 9 неудачных историй, 9 провалов просто исчезают из нашей памяти. Если и есть человек, который полагается на авось меньше, чем я, то я его еще не встречал. Как я рассказывал в одном из своих прошлых выпусков, я даже в магазин хожу со списком продуктов. Я стараюсь проверять каждую мелочь, даже самую маленькую деталь, которая может повлиять на мою жизнь. Хотя так, конечно, было далеко не всегда, и в юности, во времена, когда я был студентом, полагаться на авось для меня было обычным делом. Сейчас же я делаю все возможное, чтобы удача была на моей стороне. Знаете, у нас есть такая хорошая поговорка, и она звучит так: «Везет тому, кто везет». И это значит, что удача приходит к тем, кто хоть что-то делает. Нет, наверное, даже не так. Удача приходит к тем, кто работает, а не ждет чуда. Не ждет, что все случится само по себе. То есть удача – это результат наших действий. У меня есть такие знакомые, которые постоянно жалуются и говорят, что им не везет, что удача не на их стороне. Но что они делают, чтобы это изменить? Правильно, они ничего не делают. И я понял смысл этой поговорки, о которой я только что рассказал, когда начал учить языки. Я осознал, что только от меня зависит, получится у меня выучить язык или нет.
И постепенно эта мысль стала проникать повсюду. А чуть позднее я даже не заметил, как авось почти исчез из моей жизни. Почему почти? Ну, потому что я живой человек, и у меня есть свои слабости. Когда я устаю или просто ленюсь, авось снова появляется в моей жизни. Например, я смотрю фильм, и там звучит слово или фраза, которую я хочу запомнить и использовать в этом подкасте. Я хочу ее записать в заметке, но мне становится лень, я такой, авось и так потом вспомню. И, конечно, ничего я потом вспомнить не могу. Ну или когда я весь день хотел сходить в магазин, и только в конце дня я начинаю собираться. До закрытия остается каких-то 10 минут, я такой, авось успею. Глупо, но, как видите, полностью убрать авось из жизни у меня не получается. Но знаете что? Человек, который никогда не полагается на авось, невероятно скучный. Авось — это часть нас, часть нашей человеческой природы. Мы все так или иначе полагаемся на авось. И вот эта вера в авось нас пока и отличает от роботов. Поэтому, если время от времени иногда полагаться на авось, то ничего страшного в этом нет. Наоборот, это делает нашу жизнь чуть ярче, интереснее и более непредсказуемой. Так в каких же случаях можно надеяться на авось, а в каких лучше этого не делать? Я советую отделять важное от неважного, разделять вещи, которые влияют на нашу жизнь, от тех, которые не влияют. И рассчитывать на авось только в тех ситуациях, когда он не представляет для нас угрозы, когда он для нас не опасен. Пойти гулять на улицу и не взять с собой зонтика, дождя можно, почему нет? Но ехать в другой город на сломанной машине все-таки не нужно, это слишком опасно. Еще вот такое мнение. Не полагайтесь на авось несколько раз в одной и той же ситуации. Смотрите, допустим, вы опаздываете на работу и уже в дороге обнаружили, что забыли важный документ. Не нужно думать, что авось работает дважды подряд. Во-первых, что никто не заметит вашего опоздания, а во-вторых, что вам ничего не сделают за вашу плохую память. Авось такое не прощает. Лучше уж точно опоздать, но зато прийти не с пустыми руками. Прийти с этим важным документом. Мужчины, следующий совет специально для вас. Знайте цену своей ошибки. Если проблемы от авось можно измерить в деньгах или во времени, то положиться на него, положиться на авось можно. Если же эти проблемы будут стоить здоровья или даже жизни, то в таких случаях про авось мы забываем. Здоровьем рисковать нельзя. Почему я вначале сказал именно про мужчин? Да, дело в том, что в нашей культуре именно мужчины, когда у них что-то болит, скорее всего скажут: авось и само пройдет. И, конечно, само ничего не проходит, а становится только хуже. И в таких ситуациях авось особенно опасен. В ситуациях, когда от авось зависит наше здоровье, мы на него не полагаемся. Ну и последнее по списку, но не по значению. Старайтесь запоминать, когда авось не сработал и когда он не помог. А лучше запишите в телефон или в блокнот, чтобы через несколько месяцев можно было посчитать, сколько раз авось приводил к чему-то плохому. Как я уже сказал, чаще всего авось не работает, и подтвердить это цифрами, убедиться, что это действительно так, будет полезно. Ну и, как говорится, на десерт. Для самых
преданных и лояльных слушателей, которые остаются со мной до конца, я приготовил сюрприз. Ребят, у меня отличные новости. Как некоторые могли уже заметить, у нас появился свой канал в Telegram. Я его создал, чтобы у нас была возможность общаться и обсуждать вышедшие эпизоды. Я постараюсь как можно чаще заходить в комментарии и отвечать на все ваши вопросы. Ну и эксклюзивных постов с моими голосовыми сообщениями тоже ждите. Канал открытый и бесплатный, так что я вас всех очень-очень жду. Все ссылки в описании к подкасту я прикрепил, поэтому заходите, будет круто, я обещаю. И это все, что я хотел сегодня сказать. Надеюсь, что вы провели это время с пользой и вам было не скучно. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Всем пока, скоро услышимся.